Мяч массой 200 грамм бросили вертикально вверх с высоты 1,5 метра над поверхностью Земли с такой скоростью, что его кинетическая энергия превосходит его потенциальную в 4 раза. Не учитывая трения, определите механическую энергию и скорость мяча в конце полета. Изменится ли результаты вычислений, если бросок будет произведен в горизонтальном направлении? Масса мяча равна 200 грамм. Мяч бросают с высоты 1,5 метра над землей, 1,5 метра. Сказано о том, что в момент броска его кинетическая энергия в 4 раза больше его потенциальной энергии. Это потенциальная энергия мяча на этой высоте, кинетическая энергия в момент броска больше в 4 раза. Определить скорость мяча в конце полета и полную энергию. Это высота над землей 1,5 метра, обозначим это как h. Бросили мяч вверх таким образом, что его кинетическая энергия в 4 раза больше потенциальной энергии. В данном случае можно сказать о том, что потенциальная энергия на высоте 1,5 метра, запишем ее, W потенциальная, равно mgh. И по условию задачи, что W кинетическая в этом месте равна 4 W потенциал. На этой высоте тело обладает и потенциальной энергией, и кинетической энергией. Полная энергия в этой точке будет равна сумме потенциальной энергии плюс кинетическая энергия. Причем полная энергия будет сохраняться на всем протяжении движения мяча, аж до самого его конца, пока он не упадет вниз. Можем записать, что полная энергия, обозначим это как W, будет равна чему? Кинетическая энергия плюс потенциальная энергия. Полная энергия во время броска, кинетическая энергия будет убывать, скорость падает, но полная энергия будет постоянной за счет того, что будет расти потенциальная энергия. И дальше до самого конца. Мяч достигнет своей верхней точки, затем он будет падать вниз. Опять же, кинетическая энергия будет увеличиваться, потенциальная энергия будет уменьшаться. И в этой точке полная энергия тоже будет равна сумме кинетической плюс потенциальной энергии. Только потенциальная энергия в этой точке будет равна нулю. Используя вот это условие, что у нас есть, что кинетическая энергия в 4 раза больше потенциальной энергии, можем записать, что полная энергия равна кинетической энергии. Записываем это 4 потенциальных энергии плюс потенциальная энергия, которая есть на этой высоте. Равно 5 потенциальных энергий. Знаем о том, что полная энергия равна 5 потенциальных энергий. И полная энергия на всем этом промежутке полета мяча будет оставаться постоянной. Просто она будет переходить с одной формы в другую. Можем прямо здесь ее посчитать, какая она будет величина. W равно 5 потенциальных энергий. 5 mgh. Подставляем эти значения, получаем 5 умножить масса 200 грамм, превратим ее сразу в килограмм, 0,2 килограмма, умножится на g 9,8 метров за секунду в квадрате и множится на высоту на 1,5 метра, умножить на 1,5. Здесь получаем килограммы на метры на секунду в квадрате. Это будут ньютоны, ньютон на метр. Джоули будет это 14,7 ньютон на метр или равно 14,7 джоули. Итак, вся эта полная энергия будет равна вот такому значению, начиная вот с этого момента на всем участке полета. В конце мы сказали о том, что вот эта полная энергия равна этой же самой сумме кинетической энергии просто потенциальной энергии, только в данном случае мы запишем его в этой точке. Это будет точка, скажем, А, это точка Б. Во всем мы сказали о том, что полная энергия остается постоянной, только превращается из одного вида в другой. Итак, в точке Б полная энергия будет равна кинетической энергии плюс потенциальная энергия. Потенциальная энергия чему у нас равна? В этой точке равна нулю. Значит, тогда полная энергия будет равна кинетической энергии. Раз полная энергия равна кинетической энергия мы знаем, что будет равно mv квадрат делить на. Отсюда можно найти скорость. v квадрат равно 2 полная энергия делить на m на массу. И v равно корень квадратный из 2w большое делить на массу. Подставим эти значения, мы получим числа. Нам энергия полная известна, масса известна. Вот все, посчитаем. Под корнем 2 умноженное на 14,7 джоуля делить на 0,2 килограмма. Но мы-то знаем о том, что скорость же определяется расстояние делить на время. Метры за секунду или километры в час и так далее. Тут джоули, килограмм. Нужно каким-то образом это все преобразовать так, чтобы получить именно наше значение размерности. Либо метр на секунду, либо километр в час и так далее. Давайте сделаем следующие операции. Разделим 2 на 0,2. Тут будет 10. Будет такой корень квадратный из 147. А тут будет джоули делить на килограмм. Чтобы упростить это все, давайте как 2 множителя сделаем. Вот 147 из-под корня мы можем извлечь его значение. Будет 12,12 умножить. А здесь будет джоуль на килограмм. Что собой представляет джоуль? Джоуль это ньютон на метр делить на килограмм. Дальше метр уже мы получили. Теперь давайте определим ньютоны. Что оно собой представляет? 12, что умножено на ньютон. А ньютоны что? Килограмм на метр
и на секунду в квадрате. Сразу секунды знаменатель. Это мы только ньютоны расписали. А теперь оставшуюся часть метра делить на килограмм. Умножить на метры, что делится на килограмм. Смотрите, килограммы у нас сократились. Метр на метр – это метр квадратный. И делить на секунду в квадрате. Мы получили вот такое значение. 12. И 12 метр квадратный на секунду в квадрате. Выносим это дело из-под радикала. Получаем 12 и 12 сотых метра за секунду. Преобразуя эти все значения, мы получили именно то, что нужно, ничего не потеряв. Убрали лишние килограммы, получили метр, деленный на секунду. В конечном итоге мы получили значение полной энергии равно 14,7 джоуля и скорость в конце полета равна 12 метров за секунду. Учитывая то, что вся полная энергия превратилась здесь в кинетическую энергию, кинетическая энергия mv квадратная, мы могли посчитать, чему равна скорость именно в этой точке. Что будет, если бросить мяч не вертикально, а горизонтально? Есть вот эта же точка B и есть высота h. И мы бросаем мяч не вертикально, а бросаем мяч горизонтально. С теми же самыми условиями, что W кинетическое равно 4 W потенциально. В этой точке А W кинетическое равно 4 W потенциально. Полная энергия у нас чему равна? W кинетическое плюс W потенциально. Вот этому значению. W кинетическое плюс W потенциально. Меняя о том, что W кинетическое это 5 W потенциальных, получаем, что полная энергия равно, подставляем вместо сюда 4 W потенциальных, полная энергия равно 5 W потенциальных. С учетом того, что полная энергия равна 5 W потенциальных, получаем то же самое преобразование, те же самые выхлопки. Это говорит о том, что мяч будет лететь, и полная энергия в всех этих точках не будет одинаковая. В конце, естественно, потенциальная энергия превращается в ноль, а кинетическая энергия будет равна полной энергии. В этом месте потенциальная энергия равна нулю, а кинетическая энергия будет равна полной энергии, которая потом превратится в скорость. В этом месте скорость будет такая же точно, потому что и полная энергия здесь будет одинаковая, такая же, и процесс изменения кинетической потенциальной энергии будет немножко другой. Потенциальная энергия не будет уже тут такая, она тут, может быть, в первом случае она будет максимальная здесь, когда тело достигнет своей высоты и полета. А здесь нет, здесь просто кинетическая энергия будет постоянно увеличиваться, а потенциальная энергия от этого уровня будет все время уменьшаться, пока не станет равно нулю. Если мяч бросить не вертикально, а горизонтально, то полная энергия будет такая же, и скорость в конце полета будет такая же.